But then Mukunda said, no, 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 don't look for the externals, just wait a minute. И Мукунда ему ответил, нет, не обращай внимания на внешние аспекты, подожди немного. And then he quoted a verse from Bhagavatam. И он процитировал стих из Бхагавата. And this verse was describing how merciful is Krishna. И это тот самый стих, который описывает, насколько милостив Кришна. Exactly this pastime with Putana. И который упоминает вот эту историю с Путаной. How Krishna gave her so much mercy although she came to kill him. Как Кришна даровал ей огромную милость, несмотря на тот факт, что она всего лишь пришла его убить. And when Pundarika Vidini heard this verse, he became completely ecstatic. И когда Пундарика Видини услышал этот стих, он пришел в неописуемые экстатические эмоции. He couldn't help himself. Он просто не смог себя сдерживать. He started breaking everything around. Он, проявляя эстетические эмоции, начал все рушить вокруг. Tearing to pieces his clothes, expensive clothes. Срывая с себя вот эту дорогую одежду. Just for a few seconds, the whole room became a complete mess. Буквально за несколько секунд вся комната превратилась в крайний разруху. And when Gadadhar saw this, he understood. Okay, now I understand. This is such a great devotee, such a great Vaishnava. И когда Пундарика увидел такую реакцию, когда Гададхар увидел такую реакцию, он понял, что да, вот это великий Вайшнав. And then Gadadhar Pandit accepted Pundarika Vidini as his guru. И позднее Гададхар Пандит принял Пундарика Видини как своего гуру. So when we are coming to the point of guru, it is said that Putana, Bhaktivinoda Thakur is describing actually that the different demons who are coming in Krishna Lila and they are killed by Krishna, they represent different anarthas in our heart. Бхактивинод Тхакур описывает, что все демоны, разные демоны, которые пришли в Кришна-лиле, они являются собой олицетворение различных анарх, которые у нас находятся в сердце. And Putana is actually representing the false guru. И Путана, одна из этих демонов, она является олицетворением лжегуру. What means false guru? Что значит лжегуру? What is he doing? Что он такое делает? What are his qualities? Какими качествами он обладает? How he looks like? Как он выглядит? Well, externally he may look like as all other gurus. Внешне он может ничем не отличаться от каких-то очень других гуру. He has the same dress. Он также может быть одет. He can have the same nice garland. И даже подобные бриллианты носить. Walking very nicely. И очень так вот изящно ходить. Showing ecstatic symptoms. И даже эстетические признаки проявлять внешне. But internally there is a problem in the heart. В сердце есть трудность. What is the problem? В чем проблема? His real goal in life is not to help his disciple to go to the lotus feet of Krishna. Его истинная цель в своей жизни – это отнюдь не помочь своим ученикам достичь цели жизни лотосных стоп Кришны. He wants to use people for his own personal sense gratification. Он хочет использовать этих людей для своего личного чувственного наслаждения. So in this way, instead of giving them the real Siddhanta, Bhagavad Siddhanta, И внешне как это проявляется? Вместо того, чтобы отдавать им истинную сиддханту послания Бхагавата, instead of explaining what is the real goal of life, to surrender to Krishna, to go back to the spiritual world, вместо того, чтобы авторитетно объяснять истинную цель жизни, что это является достижением духовного мира, служения Кришне, he's saying, no, this is not the goal of life. он говорит что-то другое. Нет, говорит, это не цель жизни. You can just surrender to me, and you can do all kinds of nonsense, and your life will be perfect. Просто предайтесь мне, слушайте меня, и я, как сказать, разрешу вам делать всякую ерунду. So he is trying to present karma as the goal, or just do nice activities in your life. И в частности, он подчеркивает важность совершения каких-то благочестивой, благотворительной деятельности. Or jnana is the goal, just get free from the sufferings of the material world. Или, наоборот, допустим, он
подчеркивает важность, что цель является гьяна, просто избавиться от страданий. I will help you to achieve this. И я помогу вам этого достичь. But this is not proper. Но это не является правильным. How can this help to the living entity to achieve the real goal of life? How can this идея help? Как либо то, либо другое может действительно помочь живому существу достичь истинной цели жизни? So the Guru is coming and is saying to disciple, just go, enjoy, do whatever you like, and just because I'm your Guru, you achieve the highest goal of life. Он просто, Гуру позволяет своим ученикам делать всякую чушь и глупости и заверяет их, просто потому что это я тебе говорю, я твой Гуру, поэтому не волнуйся, ты достигнешь успеха в духовной жизни. Very often in his lectures, Srila Prabhupada is speaking of such a cheap gurus. Очень часто Шрила в своих лекциях упоминает подобных дешевых гуру. Externally they look like gurus, but they will not give you the essence. Внешне они выглядят как гуру, но по факту они не дают истинную суть. That's why Srila Prabhupada was saying, if you want to find a real guru, you'll find a real guru. But if you want to be cheated, you'll find a cheater who is going to come to cheat you. Поэтому Шрила многократно говорил, что если вы искренне, серьезно хотите найти истинного гуру, вы его найдете. Но если вы легкомысленный и не возражаете, что вас обманули, вы найдете обманщика. A real guru, real representative of Guru Parampara of Krishna, he is not compromising. Истинный гуру, истинный представитель парампары, он никогда не идет на компромисс. Simha Guru, Guru Lion. Симха гуру или гуру лев. He's roaring like a lion, the absolute truth, the absolute reality. Он, образно говоря, с рыком провозглашает абсолютную истину. And he doesn't care what will the social opinion say about it. И он вообще его не волнует, как общественное мнение воспримет его. Because he's not trying to accommodate himself to the social opinion, he's trying to say whatever is pleasing for Krishna. Потому что он не пытается приспособить себя под общественное мнение. Он говорит лишь то, что приносит удовлетворение Кришне. And the real Guru, he is always well-wisher of his disciples. И настоящий гуру всегда является истинным благожелателем своих учеников. He is always ready to do whatever has to be done in order to bring them to the spiritual world. Он всегда готов сделать все, что действительно требуется, чтобы привести своих учеников в духовный мир. So Putana, he was like such a false guru. Externally, she was looking, everything was fine, very beautiful, ready to go and take care of Krishna like his mother. But internally, very cruel heart, she came to kill Krishna. Так вот, Путана, она также выглядела обманчиво. Внешне все было хорошо, пристойно, красиво, но внутри у нее было очень жестокое сердце, желая убить Кришну. If someone is not helping the living entities to go back to the spiritual world, that means he's doing violence toward the living entities. Если кто-то по факту не помогает живому существу отправиться в духовный мир, то по факту он совершает насилие над живым существом. So in this way, the real Guru, he is always looking for the benefit of his disciples. Таким образом, истинный гуру всегда пытается принести настоящее благо своим ученикам. Sometimes he is very loving and caring. Иногда он может проявлять такую мягкость и заботу. And sometimes he is very heavy. А иногда он очень серьезный и тяжелый. And we are thinking, why he's doing that? I think he is really like my father. И мы можем не думать, он же по сути дела как отец мне, почему он так вот груб по отношению ко мне? No, he is doing it because he knows I have to do this in order to help my disciple to advance. Но такой настоящий гуру знает, что мне это нужно сейчас сделать, чтобы сейчас помочь своему ученику. Like a doctor, как, например, врач. sometimes he is embracing the patient and he's saying everything is nice, you'll be fine. Иногда он так вот мягок и обходителен с пациентом, мягко с ним говорит, успокаивает его.
And sometimes he just takes out the scalpel А иногда он достает скальпель and starts cutting и начинает резать the false ego, ложное эго. part by part. Отрезая кусок за куском. You're a rascal. Ты негодяй. You're completely incompetent. Ты совершенно некомпетентен. You're unintelligent. Ты безмозглый. How many times I have to tell you this? Сколько мне раз нужно повторять тебе одно и то же? And the disciple starts shaking. Guru Maharaj, why you speak like that to me? И ученикам начинает просить: Гуру Махарадж, почему вы со мной так говорите? But it's necessary. Но в данной ситуации это необходимо. We are sick and we have to get cured. Потому что суть, ради чего мы обратились к духовному учителю, это чтобы излечиться. So whatever had to be done, Поэтому делается то, что требуется сделать. So in this way, it is said, Putana is representing the false guru. Так вот, таким образом, Бхактивинода говорит, что тут является олицетворением лжегуру. Hare Krishna. Hare Krishna. If you have some questions or you want to add something. Вопрос, Кришна Прабху, спасибо за вашу лекцию. Вопрос такой, вы привели аналогию, что Путана олицетворяет ложного духовного учителя. А цель ложного духовного учителя — это использовать своих учеников для того, чтобы возвеличить себя, наслаждаться и так далее. Если мы возьмем Путану, она убивала детей, то есть для чего она это делала? Это что, ей удовольствие доставляло, или она просто выполняла приказ своего брата Канса? Как это связано с тем, что сложный гуру, не совсем понял? Аналогия, то есть вот как бы гуру, для чего гуру, он становится лжегуру, чтобы использовать учеников, а для чего Путана она приняла такое решение? So you described the position of a false guru. So since Bhaktivinoda Thakur describes her as a representation of a false guru, so can we take it as an analogy? Like you describe that false guru is the one who doesn't care about the disciples' real spiritual benefit, but actually tries to enjoy him. So in which way, Putana, in a similar analogical way, was trying to enjoy healing the children? Is there a connection between these two? Yeah, we can make the connection that Srila Prabhupada in Krishna book, he is explaining that those witches, Ketcheri, that we were speaking of, they were taking great pleasure in sucking the blood of the children. Прабхупада описывает такой источник личного наслаждения, что вот эти демоницы, Кетчери, они с большим наслаждением пьют кровь младенцев. So these false gurus, one way or the other, they are trying to get benefit from their disciples, get the money of the disciples, get the energy of the disciples. Вот, и, соответственно, вот эти лжегуру, то, что их на самом деле интересует, это заполучить деньги от своих учеников или как-то использовать их энергию или способности себе во благо. Of course, we can see Srila Prabhupada so many times he was taking the money from his disciples and he was completely using their energy in service, but he never took it for himself. He was always directing it to Krishna. Конечно, мы можем поверхностно взглянуть на самого Прабхупаду и можем показать, что дескать, он же тоже использовал энергию своих учеников и принимал от них пожертвования, но он никогда не принимал это лично себе, он всегда это вовлекал в преданное служение, направляя на Кришну. Like there is a story, someone gave very expensive watch to Srila Prabhupada and he was wearing it. Есть такая история, конечно, когда кто-то подарил очень дорогие часы Шри Прабхупаде, и он носил их. And one of the days when he was getting his massage, И однажды, когда его массажировали, so the look of the servant went into the watch. и взгляд на слугу, которого массировал, упал на вот эти часы. And Srila Prabhupada caught that. И Шрипада заметил это. And immediately after that, he took off his watch and he said, "It's for you, Mahaprasad." И сразу же после этого, как после массажа, он снял с себя часы и подарил им. So he was trying to engage his disciples, but not to be benefited personally. Он, конечно же, занимал своих учеников, но вовсе не ради личного блага. One time the servant of Srila Prabhupada entered the room of Prabhupada.
Однажды один из учеников Шилпады вошел в комнату Прабхупады, and he saw Srila Prabhupada is washing his lungi. и он видел, как Шилпада просто полоскает свои лунги. And he said, Prabhupada, what are you doing? Like I'm your servant, this is my duty, why are you washing your clothes? И он тут же с недоумением спросил, Прабхупада, почему вы это делаете? Это же моя обязанность, зачем вы сами это делаете? And Srila Prabhupada said, one should be as independent as possible. And he continued washing his lungi. One should be as independent as possible. И Шилпада ответил, необходимо быть насколько можно независимым от других. И он продолжил стирать. So in this way we can see that the real Guru, he may look like he's taking some money, some energy of his disciple, but actually he's not doing it for himself. Таким образом, мы можем видеть, что истинный, настоящий гуру, он внешне, кажется, тоже использует своих учеников, но он никогда не направляет это лично на себя. Спасибо за лекцию. Существует мнение, что правду можно говорить только если она приятна, потому что если говорить неприятно, то люди не примут. Насколько это справедливо и вообще правильно? There is an opinion that the truth can be said only if it is pleasant, and if it is not pleasant, the truth should not be spoken. Can you make a comment on that? We should speak the truth in an as palatable way as possible. Мы всегда должны говорить истину, но стараться делать это как можно более мягче и приятнее. But nonetheless, the truth is the truth and should be said. Но истина – это истина, и ее обязательно нужно произнести. Srila Prabhupada is commenting on this in Bhagavad Gita, 10th chapter, I think, verses 4 and 5. Насколько я помню, в комментариях к стихам 4 и 5 10 главы Бхагавад-гиты, And there Krishna is describing different qualities and he is saying all these qualities come from me and one of them is truthfulness. И там Кришна перечисляет разные качества, и он провозглашает, что эти качества исходят из него. And there Srila Prabhupada is saying the truth should be said as it is. И в частности он указывает одно из качеств, которое исходит в Кришне, это правдивость, и в комментарии Шилпада говорит, что истину нужно говорить такой, как она есть. Although sometimes it is difficult to accept. Даже невзирая на тот факт, что кому-то это будет тяжело принять. And Srila Prabhupada is saying if we go and say to the thief that he is a thief, И it's truth. он приводит пример, если мы про вора или самому вору скажем, что он вор, это будет истина, это не будет оскорбление. And we can see that Krishna is acting in this way. Krishna is not afraid to say the facts as they are. И мы видим, что Кришна сам поступает таким образом. Он, как сказать, не стесняется, не боится произносить истину, факты такими, какие они есть. For example, when it came the time for the Kurukshetra war, Krishna could say, no, we'll just forget about everything, whatever happened, just let's go and live our life. Например, когда настало время, чтобы сражаться на Курукшетре, он бы, в принципе, мог сказать, да ладно, давайте уже забудем старое, давайте будем жить, поживать. Krishna is saying, no, they were acting against Dharma, so now their actions will come. Нет, Кришна сказал, они действовали, вот эти твои враги, против принципов дхармы, поэтому сейчас им придут реакции. All of them, they have to be killed. И поэтому всех их необходимо убить. Even Bhishmadev, Даже самого Вишнудеву, pure devotee of the Lord, Mahajan. Махаджана, чистого преданного Господа. But Krishna decided in this pastime he is on the other side. Но вот Кришна так решил, что вот в этой его играх, в этой истории его нужно тоже убить. Also in Mahabharata, when Krishna was coming to the place of Duryodhana, Duryodhana wanted to put him in a very nice castle and give him very nice food so that he can gain him on his side for the battle. И также еще перед этим сражением, когда Кришна как посол пришел во дворец Дурьодхана проявил максимальное гостеприимство, встретив Кришну, но все это делал ради того, чтобы
заманить внимание Кришны, чтобы заполучить его на свою сторону. And Krishna said, so, you don't like my devotees? Но Кришна сказал прямо, ну что, тебе не нравятся мои преданные? And I don't like people who don't like my devotees. А мне не нравятся те, которым не нравятся мои преданные. So I don't want to have anything with you. Поэтому я не хочу вообще никак с тобой связываться. I don't care who you are, how much money you have, how much influence you have. I don't care about this. Мне вообще не интересно, кто ты по факту, какое у тебя положение, какое влияние на других. I will not take anything from you. Я от тебя ничего вообще не приму. And I'm going to the house of Vidura. И вместо этого я отправлюсь в дом Видура. So Krishna is not afraid to say the truth. Кришна не боится сказать правду. And his devotees also, they are not afraid to say И it. его преданные также не боятся это делать. But of course we have to do it intelligently. Но, конечно же, делая это, нужно использовать разум. That means especially if we are dealing in the society of devotees, Vaishnavas, Это указывает, в частности, означает то, что если мы действуем как в обществе вайшнавов, we have to be very careful what we are saying and how we are saying it. нужно проявлять осторожность и следить за тем, что мы говорим и в какой форме это говорим. There is Vaishnava etiquette. Есть такие вайшнавские этикеты, определенные рамки, как это делается. But if we think something is wrong, Но если при этом мы знаем, что что-то неправильно, we have to say to the proper people in the proper place and proper time. но это необходимо сказать нужным людям в правильной обстановке, в подходящее время, And with the proper mood, с правильным настроением, humble mood. смиренное состояние. Do we have more time? For one question. Несколько год тому назад Бхактивинода Пурна Махарадж здесь класс давал, и там Прабхупад писал, что есть материальные звуки и духовные. И я задал вопрос, чем разница материальные звуки и духовные звуки. И он ответил, разница в том, что духовный звук приходит гуру парампара. А вот здесь говорится о материальной красоте и духовной красоте в припоре. И, конечно, материальный мир это пришел к гуру парампара. Брахма там сделал все это и пришло так. Как смотреть, какая же разница материальной и духовные вещи. Вот эти цветы, они уже духовные, а когда там еще не Бога были, я не вижу разницы, простите меня. Короче, можете задать вопрос? Я не понял, что именно вы хотите спросить. Какая же разница между материальной и духовной красотой, которой говорится здесь? Тут она была красивая, и он говорит, там специальное слово. Вот это вот. Прости меня, что To make the long shorter, Prabhu is asking, what is the difference, the essential difference between the material beauty and spiritual beauty in the light of today's verse in the purport? Okay. Yeah, it is mentioned in the purport Maya Mohita. Вот это слово используется, Maya Mohita. That actually Putana, she came and externally she was very beautiful. Да, Путана пришла, внешне она была необычайно красивая. So when the beauty is illusionary and when it's real. Так вот, один тип красоты истины, а другой иллюзорный. Something is real when it's connected with Krishna. Так вот, истинное – это то, что связано с Кришной. And if something is not connected with Krishna, it's not real. It's illusion, Maya, temporary. То, что не связано с Кришной, это иллюзия Майя, это временно. And this principle works in all fields, for everything. Вот этот принцип применим ко всему. It can be for our knowledge, Это может касаться наших познаний, for the items that we have, каких-то вещей, которыми мы обладаем, for our body, нашего собственного тела. how we are using all these things. Как именно мы используем все это? If they are used in the service of Krishna, they become spiritual lives.
Если все это используется в служении Кришне, то все это одухотворяется. Spiritual energy in the spiritual world, it's always spiritual. Духовная энергия в духовном мире всегда духовна. And it's always used for Krishna. И она всегда используется. Never used for Maya. Никогда не использовалась в служении Майя. This energy that is around us now, Вот это объекты энергии, которые нас окружают, the external energy of Krishna, это объекты внешней энергии Кришны. it's energy. It's just something that exists. Это тоже энергия, это то, что существует. And how we are using it, on this depends if it stays material or it can become spiritualized. И вот в зависимости от того, как мы это используем, будет зависеть от того, что это либо это останется материальным, либо это будет одухотворено. Of course, the nature of this external energy will stay as it is. Конечно же, сама суть природы этой внешней энергии останется такой же, это все равно внешняя энергия. It means still it is temporary. Это в частности означает, что это все равно этот объект временно проявлен. Comes into being, grows, gives some byproducts, then slowly gets ruined and disappears. То есть он появляется, как-то развивается, побочные продукты появляются, увядает и разрушается. But if we connect it with Krishna, it becomes spiritualized. Но если мы это связываем с Кришной, это одухотворяется. We get spiritual benefit from this. И от этого мы сами получаем духовное благо. So basically, when we are speaking about the beauty, И возвращаясь теперь назад к красоте, beauty should be also connected with Krishna. Красота также должна быть связана с Кришной. Then it becomes real beauty. То тогда она становится настоящей красотой. It will never disappear. Она никогда не исчезнет. How is that? И как это так? Она никогда не исчезнет. Because if we develop this mentality, everything that belongs to me actually does not belong to me, it belongs to Krishna. Если мы будем развивать постоянно вот это настроение, что ничего мне не принадлежит, а вообще-то все абсолютно принадлежит Кришне. My beauty is meant to give pleasure to Krishna. Например, моя собственная красота предназначена для того, чтобы принести удовлетворение Кришне. My knowledge is meant to bring pleasure to Krishna. Мое знание предназначено для того, чтобы приносить удовлетворение Кришне. My family, Моя собственная семья, wife, children, жена, дети, everything that I have. все, что у меня есть. Manasa deho geho yoki chumor arpilu tova pade nanda kishor. Whatever I have, Krishna Bhaktivinoda Thakur is saying, I offer it into your lotus feet, dear Krishna. Как поет Бхагаваджани Бхактивинода Тхакур, все, что у меня есть, у Кришны я предлагаю тебе служение. Then very soon the time will come when we will be in the spiritual world and we will have again body, again we will have a family, again we will have a wife, a children, but everything will be spiritual and it will be eternally connected, used only for Krishna. И действуя таким образом, однажды наступит момент, когда мы окажемся в духовном мире, и там уже будем иметь действительно истинное, духовное, красивое тело, возможно, даже какую-то семью, членов семьи. Но все это будет вечно связано с Кришной. So Putana was very beautiful, but how she wanted to use this beauty? Тут она была очень красивая, но как она собиралась использовать эту красоту? To harm Krishna, Чтобы нанести not to give pleasure to Krishna. но не для того, чтобы принести ему удовлетворение. So then it's not devotional service. И вот с таким подходом это не преданное служение. Krishna, Kamsa, he was always thinking about Krishna. Камса всегда думал о Кришне. Shishupal was always thinking about Krishna, И Шишупала также всегда о нем думал. but not with love, Но без любви. out of fear Просто из страха or out of envy. или из зависти. So then it's not devotional service. То это не квалифицируется такое постоянное думание о Кришне как преданное служение. Then it becomes Maya Moha, illusion. И тогда это становится моим иллюзией. So we should use everything in connection with Krishna. То есть вывод такой, что нам все нужно просто использовать в связи с Кришной. Whatever we have, Все, что бы у нас ни было, energy, энергия, skills, навыки, talents, таланты, money, деньги, influence, влияние, everything should be used for Krishna. все абсолютно. And nothing for myself. Ничего вообще для себя. Idam Krishna, idam Namama.
Idam Krishna, idam Nama. When you offer yagi, you say Idam Krishna, this is for Krishna. Idam Namama, this is not for me, И just for Krishna. всякий раз, когда произносится мантра, это для Кришны, это не для меня. It's okay. Thank you very much for your attention. Grantha Srimad Bhagavatam ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Nitai Gaur Premanande.